Всем привет, я Дарья Space, и сегодня будет что-то относительно новенькое. Я, конечно, люблю рисовать людей, портреты и все прочее, но когда ты рисуешь что-то слишком часто и много, рано или поздно это надоест. И у меня бывают такие моменты, когда меня практически тошнит от рисования людей, поэтому сегодня я порисую растения. Сегодня у нас будут кактусы, красить я их буду любимой своей темперой. И огромное спасибо человеку, который оставил комментарий под моим видео, где я жаловалась на то, что темпера слишком быстро высыхает, и что нарисовать что-то в 2 присеста просто нереально из-за этого. Он посоветовал мне использовать мокрую палитру, и это офигительная штука. Я вообще о ней до этого не слышала и не знала, но суть в том, что ты берешь какую-то емкость, которая не протекает, не мокнет, допустим, металлическую крышку от чего-то, или у меня это тарелка, которой мы не пользуемся. Застилаешь ее бумажным полотенцем, либо туалетной бумагой, какой угодно бумагой, которая хорошо впитывает воду. И сверху кладешь лист либо кальки, у меня это крафт-бумага, потому что она не так сильно впитывает влагу, как обычная бумага, и как-то еще можно смешивать краски, чтобы все нормально было. Как объяснить? В общем, либо кальку, либо крафт-бумагу, чтобы доступ к воде был, но она не сильно намокала, чтобы краски еще можно было смешивать, вот так скажем. И благодаря этому периодически добавляете воду, когда видно, что ее осталось мало, чтобы краски не высохли. Но вот так можно добавить немножко, буквально поставить в холодильник, и она постоит ночь, и на следующий день можно рисовать дальше спокойно. Так что это очень спасло мою жизнь, реально. Спасибо большое. Сегодня я, собственно, буду использовать этот метод. Особенно это полезно, когда ты хочешь сделать какую-то серию. Буквально на днях я нарисовала вот эти вот цветочные натюрморты, я не знаю, как их назвать. Просто растения, ничего лишнего. И где-то с недели назад я рисовала картинку для инктобера. Кстати, его я закончила. Ей. Вот. И надо бы это все начать верстать для книжки и все такое, но не об этом. В общем, когда хочется сделать серию, но нет сил, чтобы нарисовать все за один присест, этот метод очень помогает. Спасибо еще раз огромное. Прикол вот таких простых картинок в том, что их очень сложно как-то испортить. То есть, по сути, ты просто рисуешь какую-то картинку, горшок, я не знаю, игрушку какую-то, любой предмет. Даже портрет можно в таком стиле сделать. И красишь ее любыми цветами абсолютно. И совершенно неважно, знаете ли вы теорию цвета и все вот эти штуки. Просто я выбираю рандомные цвета, которые мне нравятся, и крашу как хочется. То есть цветы не обязательно должны быть зеленые, листья, все такое. Любой цвет выбирайте, красьте, как вам хочется. Потом можно обвести что-то карандашами цветными, я их в дальнейшем буду использовать. Или нет, или оставьте так. И все, по сути, картинка готова. Такая вот красота, которую вы можете взять и повесить на стенку, и она отлично впишется. К тому же это неплохой способ как-то вылечить арт-блок и снова начать рисовать, если у вас были с этим проблемы, потому что нет никаких ожиданий, нет никакого давления, ты просто рисуешь, как у тебя получается, и в любом случае это выйдет хорошо. Так что попробуйте, если у вас какие-то сложные творческие времена сейчас, попробуйте нарисовать подобную картинку, по сути, чем угодно. Мне нравится темпера, что она дает такой ровный слой, без просветов, и, клево выглядит, когда все сделано такой прям заливочкой. Я не знаю, как это все будет выглядеть в акварели, например, но темпера вот самое оно, лично для меня. Мне очень приятно, что под последним видео было столько комментариев о том, что вы правда хотите видеть какие-то уроки от меня. Я попытаюсь все-таки снять хотя бы один. Для начала расскажу о рисовании лица в анфас, женского и мужского. Расскажу немного о основных пропорциях и что я считаю важным. Все такое.
Я не знаю, как у меня получится, никогда не пыталась кого-то учить, но надеюсь, все будет хорошо и вам понравится. Буквально, я думаю, следующее видео как раз будет об этом, так что ждите. Надеюсь, эти простенькие кактусы вам понравятся, как и идеи, и, возможно, вы сами что-нибудь нарисуете. Если вам это как-то поможет, я буду очень рада. И на этом у меня все. Спасибо за просмотр и всем пока! Why didn't you call me, Rach? Because depressed people don't call. Not depressed people when they're depressed. Why'd you come back? Honestly, God, I don't really do well, with happiness. It's very unfamiliar. It's terrifying, actually. Why didn't you call me, Rach? Because depressed people don't call. Not depressed people when they're depressed.
terrifying, actually.